Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня рубрика Battle, причем Battle крайне необычный и редкий, потому что у нас сегодня на баттле кто? Однострелочники. И вот самая, наверное, классика из всех однострелочников в мире — это луч-однострелочник. Обзор, конечно же, был на канале из моей личной коллекции, так что сегодня поговорим про луч-однострелочник. Дальше, наверное, самые известные и дорогие однострелочники в мире — это немецкий мастер Зингер, модель Винтага. Тоже был обзор на канале, и тоже детально поговорим про эту модель сегодня. Посравниваем с конкурентами, естественно, самый дорогой из сегодняшней подборки. И третий претендент — это однострелочник Альбатрос 3855М. Модель, про них тоже говорил. Лимитка разобрали просто в момент. Ну и, как вы понимаете, все три модели весьма интересные. Все три модели стоят по-разному. Если мы говорим про самую дорогую модель Мастер Зингер, то это ритейл 1800 евро. Купить можно где-то за 1200 долларов, если брать в США. Что касается луча, то в районе 10 тысяч рублей. Кстати, продолжил тут знакомиться с ремешками Стайлер, которые, честно говоря, в последние вот несколько месяцев я пару ремешков взял, и они мне показались вот в соотношении цена-качество просто восхищают, потому что стоит очень-очень доступно, а качество, ну, практически равно Хиршу, да. Стайлер тоже немецкий бренд, активно они у нас теперь продаются. В общем, бренд немецкий, вот эти сделаны в Китае. Ну, вы сами понимаете, большинство всего сейчас делается в Китае, тоже в Китае, бренд немецкий. Короче, активно продаются на том же Яндекс.Маркете, я там эти два ремешка и купил. Кстати, для моих шанхаев, которые взял в Гонконге, потому что, ну, как вы знаете, я не люблю искусственно вот это вот крокодилы, вот это вот все такое, и решил, что пора уже взять какую-нибудь замену, и притаранил два ремешка, ну, выберу, какой посажу в первую очередь. В общем, вот этот такой винтажный, да, Хаас, как он называется. Давайте глянем, что здесь. Все ссылки оставлю в описании к этому видосу на продавца, да, которого брал в Яндекс.Маркете. Ну, давайте, главное, позырим, что за ремешок. Так, это у нас черненький такой, черно-серый, и мне нравится вот эта фактурка. Он тонкий, он мягкий, у него есть система быстрой замены, и как раз неплохо должно смотреться с вот этими вот шанхаями. Ну, черный более строго будет, да? Ну, посмотрим, собственно, почему бы нет. С винтажного плана ремешком должно быть окей. Немножко будет более сдержанно. С другой стороны, здесь настолько яркий циферблат, что дополнительно еще супер яркий ремешок, но, честно говоря, ну, не очень. А вот матовый черный, почему бы и нет? Слушайте, и сам по себе ремешок, ну, прям хорош. Такой тонкий, очень мягкий, с классной прострочкой. Слушайте, пахнет кожей, вот хорошей настоящей кожей. И, блин, ремешок кайфовый. Реально. Где-то за 2600 я его брал на Яндексе. Там плюс всякие бонусы, баллы есть. Вот, ну, если без всего считать, а так там можно, в принципе, поднакопить. Вот, взял еще один синий. Сейчас посмотрю, подойдет ли по цвету и вообще как, что. О, здесь даже какая-то приветственная бумаженция на русском языке. Окей. И даже есть еще инструмент для замены. Прикольно. Вот это я брал меньше, чем 2000, где-то за 1600 или 1700. В общем, ну, совсем доступно. Так, это на пробу именно вот, ну, как бы, что называется, рискнуть, попробовать именно вот этот оттенок. Так, здесь у нас системы быстрой замены нет, поэтому он подешевле, чем предыдущий. Но, как бы, ладно, мы, главное, посмотрим, насколько он подойдет этим оттенкам, да, к циферблату. Ну, понятно, что оттенок другой, а с другой стороны, слушайте, а прикольно получается. Он опять же такой матовый, опять же такой неброский, и к этому циферблату вполне себе окей. Пожалуй, вот этот ремешок я и поставлю на первое время к этому Шанхаю. Я не очень люблю, когда прям тон в тон, да, ремешок с циферблатом как-то выглядит немножко попсово, вульгарно, на мой взгляд. А вот с таким почему бы и нет. Тоже пахнет хорошо кожей, тоненький тоже. Блин, классный ремень. Ну, стоит реально копейки, а ремень хорош. Ремень хорош. Конечно, я пока протестировал только два их ремешка. Один из них не самый дешевый, и они окей в использовании. Есть у меня тоже знакомые, которые носят активно стайлеры, и тоже с ними все окей. Поэтому
Попробую, потестирую. Теперь вот достаточно недорогие стайлеры, расскажу потом в видосе. Но, как мне кажется, они точно будут лучше, чем многие базовые ремешки у доступных часов. И я думаю, что будут, наверное, получше, чем вот эти вот, чем этот ремешок базовый у Шанхая. Он тоже в целом окей, но ну никак вот эта вся фактурка не подходит, на мой взгляд, к этим часам. Короче, стайлер тестируем, мне кажется, это прям вау. И по нынешним временам, когда ремешков особо-то и не выберешь, да, и плюс брендовые типа Хирша, опять же, супер дорого стоят, там под десятку уже нормальные ремешки стоят. Почему бы, собственно, и не поиграться со стайлерами? И что касается Альбатроса, то цена 18 тысяч рублей, лимитка, которую разобрали просто-таки в момент. Итого, если так вот упрощать, да, то у нас есть один луч, как 2 луча стоит Альбатрос, и как 10-12 лучей стоит Мастер Зингер. И я с вами попытаюсь ответить на вопрос, а действительно ли это разница в стоимости адекватна, и может быть она должна быть больше, может быть она должна быть меньше. Ну и давайте часы немножечко в сторону я отложу, и наш традиционный такой баттл, и оценки все относятся только к конкретному баттлу, то есть часы между собой из разных баттлов сравнить, конечно же, нельзя. И несколько параметров. Ну и давайте, первый параметр — это бренд. Здесь я Альбатросу поставил 1 балл, ну, понятное дело, бренд новый, бренд молодой, про него мало кто знает. Ну, понятно, что фанаты часов знают, но в целом, конечно же, начинающий бренд, поэтому 1 балл. Мастер Зингер, да, более известный, конечно же, более статусный, но тем не менее, опять же, если говорить про какие-то мировые мерки, то, ну, не сказать, что тоже каждый второй узнает, даже среди фанатов часов, что это Мастер Зингер. Поэтому 5 баллов. Я думаю, что вполне себе адекватно. И луч-однострелочник поставил 6 баллов, может быть, где-то чуть-чуть завысил, да, опять же, потому что луч это все-таки на постсоветском пространстве, но с другой стороны, из этих трех луч все-таки номер 1, как ни крути. В плане дизайна мои оценки следующие. 4 балла лучу, 5 Мастер Зингер и 7 Альбатрос. Сейчас постараюсь объяснить почему. Когда мы говорим про луч, то это, конечно же, классическая версия луча. Она здесь немножко с доработками. И я, может быть, бы и рад бы поставить лучу максимальную оценку. Но скажу так, как мне кажется, луч немножечко застрял в том плане, что они не развивают линейку однострелочников. И несмотря на то, что конкретно эта модель выглядит здорово, выглядит прекрасно, и, может быть, каких-то особых вопросов к ней нет, все-таки можно было постараться чуть больше и проработать дизайн однострелочника чуть лучше. Ну, знаете, сделать, может быть, его чуть более отличающимся от тех однострелочников, которые луч уже выпускал. Поэтому 4, но признаю, что, возможно, здесь стоило поставить чуточку и побольше. Мастер Зингер, неплохой дизайн, здесь интересно обыграно, в отличие от луча, сделали циферблат выгнутый в обратную сторону, поэтому он видится чуть более объемным, чуть более интересным. Здесь поигрались с толщиной стрелочника, стрелка единственная, да, сделали что-то интересное по дате, поэтому, ну, как-то попытались классический однострелочник немножко разнообразить. И, как мне кажется, здесь Мастер Зингер это удалось. Ну, а что касается Альбатроса, да, у него самая высокая оценка, а мне кажется, здесь никаких вопросов к этим часам нет. Посмотрите, прекрасные метки, они объемные, да, в отличие от двух конкурентов. Сделали просто объемные метки, и по-другому играет эта модель. И она смотрится уже и как-то спортивной, современной, более объемной. И мне нравится сочетание желтого с черным, классный такой здесь рельеф на циферблате. Поэтому, как мне кажется, в этом плане, опять же, конечно же, этот баттл абсолютно субъективный, но мне понравилось, как сделали Альбатрос по дизайну этих часов. И это касается не только циферблата, но это касается корпуса в целом. Если у Минска классический корпус без изысков, и он всегда был такой, и это окей, но опять же хотелось бы, может быть, какой-то уже и модификации. Мастер Зингер сделали тоже классику, и, ну, опять же, она достаточно сильно похожа на все предыдущие модели Мастер Зингер, и куда-то в сторону они уйти не попытались, то Альбатрос сделал интересный корпус, сложный в современном стиле, весьма-весьма интересно это все смотрится, прозрачная полностью задняя крышка, и, собственно, почему бы нет, да, почему бы однострелочник не сделать
в стиле авиационного прибора. Никому в голову этого не приходило, поэтому мне показалось, что Альбатрос здесь поработал чуточку больше. Но признаю, возможно, я конкурентам немножко оценки и занизил. Может быть. Пишите в комментарии. Циферблат. Про циферблаты мы с вами уже поговорили. В плане качества отделки, конечно же, немцы делают лучше. И они стоят в разы просто, практически в 10 раз больше, чем тот же луч. И здесь в плане отделки, ну, все достаточно очевидно. Да? Он лучше. Но лучше не в разы относительно своей стоимости. Это, опять же, важный момент. В плане отделки корпуса, что мы видим? У нас 4 балла по лучу. Ну, луч здесь, конечно же, самая простая и примитивная отделка. Но, опять же, относительно цены это окей. Но относительно конкурентов, конечно же, немножко как бы он отстает. Что касается Альбатроса, здесь прекрасно отделанный корпус, очень все интересно, очень на высоком уровне. Поэтому оценка ниже Майстерзингера, но не настолько ниже, насколько цена. И здесь у нас получается разница всего в 1 балл относительно Майстерзингер. Вау-фактор. Везде по 5 баллов. Объясню, что такое вау-фактор. Это когда мы берем в руки часы и понимаем, что вот они делают что-то новое на рынке. Здесь ни одна из моделей что-то новое не сделала глобально, да. Это просто хорошие классические однострелочники, которые приятно носить на запястье. Поэтому всем по 5 баллов. Всем сестрам по сериге, да, как говорится. Механизм. 3.8.3. В Альбатросе это, конечно же, Восток. В Майстерзингере это механизм на базе Селита. И здесь у луча тоже мануфактурный механизм. Я думаю, что каких-то вопросов в плане механизма здесь ни у кого не возникнет. В плане качества луч 5, Майстерзингер 8, Альбатрос 7. В целом смотрим на качество изготовления, конечно же, луч немножко проигрывает. Ну, по понятной причине, да. Здесь самые простые, недорогие часы, самой простой отделкой. Тем не менее, луч на свои деньги смотрится неплохо, даже, может быть, дороже, чем за него просят. Я бы не сказал, что, в свою очередь, Майстерзингер прям на 2, 3, 5 голов выше, чем конкуренты. Поэтому оценка 8, всего 3 балла от луча, это не так и много. И Альбатрос ему дышит просто в затылок, потому что Альбатрос сделан очень-очень даже прилично. Ну и цена. Конечно же, лучше вне конкуренции 10 баллов. Майстерзингер дороговат, как мне кажется, тем более по ритейловой цене, но может быть даже немножко дороговат и по своей обычной цене. И Альбатрос посерединке стоит как бы достаточно адекватно. Но итоговые баллы 42 у луча, 43 у Альбатроса, 51 у Майстерзингера. Казалось бы, явная победа немца. Но давайте посмотрим, вернемся в самое начало. Майстерзингер стоит больше, чем в 10 раз дороже луча, в 5 раз дороже Альбатроса, даже, по-моему, в 6 раз где-то. И эти баллы не отражают эту разницу в цене. То есть Майстерзингер должен был бы стоит не настолько дороже, насколько он стоит в реальности. Поэтому с точки зрения цены луч вариант номер 1. С точки зрения того, чтобы куда-то в сторонку немножко отойти, получить качественные часы с классной отделкой, это Альбатрос. Если вы хотите качество, которое сильно выше конкурентов, да, и по большому счету, если не брать другие бренды, которые все-таки не специализируются на однострелочниках, если вы хотите именно однострелочник, классику, да, максимально проработанную в плане дизайна, как не будет вопросов ни к качеству отделки, ни к механизму, то, конечно же, берите Майстерзингер. Поэтому здесь вопрос вашего восприятия ситуации, вашего бюджета и, наверное, отношения к дизайну и отношения к истории. Мне кажется, все эти 3 модели прекрасные. И я всегда говорил, что я обожаю просто луч однострелочника. Это мануфактура, это классная история, это классная модель. Именно однострелочник у луча, это их главная ударная сила, главная фишка. Жаль, что они не так много внимания ей уделяют. Альбатрос новичок, но он сделал настолько классно, что он мне очень понравился. Я считаю, что его можно сравнивать с другими однострелочниками на рынке. Ну и что касается Майстерзингер, это хоть и более молодой бренд, чем луч, конечно же, но если мы говорим про в целом мировую, да, позицию на рынке, конечно, Майстерзингер здесь такой, как говорится, папа, да, в этом рейтинге, в этом батле. Он, конечно же, всех обыграл, но опять же здесь он не настолько лучше, насколько он дороже стоит. И на этой прекрасной ноте, как мне кажется, нам пора заканчивать. Не забываем ставить лучшие в мире царские лайки. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.